Всем доброго дня! Это ремейк одного видео, которое было посвящено тому, с чего начать свой путь в боевых искусствах, и пришло время переснять это видео. И сегодня мы говорим об этой теме, о том, с чего начать. Многие из присутствующих на канале уже в курсе того, что я сейчас скажу, но кому-то, возможно, эта тема будет интересна с точки зрения освежения этой информации в голове, а для кого-то она будет, может быть, хорошим подспорьем. Итак, буквально пошагово, алгоритмом. Первое. Вы определяетесь, что почему-то, по каким-то вашим собственным причинам вы решили заниматься боевыми искусствами. При этом вам стало понятно, что единоборства спортивные вас почему-то не устраивают, а существует немало людей, которых не устраивает спорт, которым нужна прикладная составляющая боевых двигательных программ, боевая практика нужна. И вот вы среди таких людей. Вы определили, что боевые искусства вам важнее. Здесь возникает второй шаг – сомнения. Это, ребят, очень важно. Если вы умеете сомневаться, значит вы как-то последовательно и логично мыслите. Те, кто не сомневаются, мне кажется, те и не думают особо. Сомнение – это хороший способ двигаться от обратного, отсеивая то, что вам явно не подходит. Итак, на этом этапе вы определяетесь с тем, что для вас именно боевое искусство. Если, как уже было сказано выше, если боевое искусство для вас – это конкретно боевые практики, не спортивные, условные, не околобоевые, не псевдобоевые, а именно боевые практики, то это одна ситуация. Другая ситуация, если ваш выбор пал на околобоевые методы какие-то. К околобоевым мы относим такие, которые не имеют отношения к спорту, они не имеют спортивных программ, они в олимпийские виды спорта, например, не входят, но при этом их нельзя назвать еще и прикладными. На всякий случай напомню, прикладные – это те, которые 100% служат совершенно определенной цели, а именно цели взаимодействия с реальными противниками. Причем не с одним, как в спорте, не с противником, который будет на чистом ковре или татами или ринге, под надзором судей и медиков, вашей возрастной и весовой категории и так далее. А когда мы говорим о, скорее всего, нескольких противниках, когда мы говорим о том, что никаких категорий там не будет, судей, медиков рядом тоже не будет и так далее. Вот это вот боевое направление. Что касается около боевых направлений, тут другая немножко ситуация. Это, скорее всего, с одним противником вы будете постоянно работать, в определенных рамках тоже. Но, как было сказано выше, это не спортивные уже какие-то программы, хотя и довольно ограниченные и далеко не всегда применимые. Именно к таким околобоевым направлениям больше всего претензий у спортсменов, которые полагают, что эти околобоевые направления не очень-то работают с ними же, со спортсменами, с единоборцами. И, наверное, в этом смысле единоборцы по-своему правы, потому что то, насколько там околобоевое какое-то направление работает с единоборцами или не работает, зависит от тех рамок, в которых, собственно, работает или не работает и единоборство, и вот это вот околобоевое какое-то направление. Итак, в случае, если вы выбираете околобоевое какое-то направление, не слишком прикладное, давайте так скажем, тогда вы выбираете что-то вроде такого гимнастического какого-то движения, которое почему-то очень часто на Западе все равно ассоциируют с боевыми направлениями, ну бог с ними. В общем, в этом случае выбирайте что-то гимнастическое, что-то в качестве некоего хобби, некоего фитнеса, там условного, такого восточного и так далее. И надеюсь, естественно, что вы не выбираете псевдобоевое что-то. Тут уже и говорить не о чем. Третий этап, который перед вами стоит в качестве задачи, в случае, если вы сделали выбор на предыдущем этапе, это поиск источников информации, которые содержат, собственно, эту информацию в максимально большом объеме. Очень часто так бывает, вот на канале на нашем приходят иногда люди и говорят, что они очень хотят заниматься каким-то там боевым направлением. И вот вроде бы есть какая-то существенная причина, почему человек хочет именно этим боевым направлением заниматься. Но дальнейшее общение показывает, что эта причина какая-то надуманная, непонятно откуда взявшаяся. Видимо, может быть, прочтение какой-то одной статьи было причиной. Может быть, просмотр одного какого-то видео или даже художественного фильма по теме. Вот, ребят, не ошибайтесь. Художественные фильмы не имеют отношения к реальности. То, что вы там видите, это измышления автора и постановочные действия каскадеров, актеров и так далее. А также, естественно, постановочные бои. Не надо доверять художественным фильмам. Если речь идет о видео каком-то с YouTube, такая же, ребят, история. Во-первых, очень много постановочных видео, постановочных боев в том числе.
Очень много растиражировано видео, которые выгодны тем или иным направлениям, тем или иным блогерам и людям и так далее. Поэтому этому я тоже не доверял бы. Что касается статей, ну, примерно такая же история. Люди их пишут, такие же люди, как и мы. И эти люди могут вполне ошибаться, могут иметь свое какое-то субъективное мнение, которое вполне может отличаться от реального какого-то состояния вещей. Поэтому, ну, мне кажется, один из лучших способов собрать информацию о том или ином боевом направлении все-таки обратиться к носителям этого направления. Если вы не владеете какими-то языками, на которых, собственно, вы можете общаться, а Google переводчик не всегда хорошо, например, помогает в этом. Хотя, кстати, можете попробовать и тем не менее вот пообщаться с другоязычными какими-то носителями того или иного боевого направления, с ними поговорить об этом и собрать какую-то максимально подробную информацию об этом боевом направлении. И в этом смысле не столько история этого боевого направления вас должна интересовать, сколько факторы явно прикладного характера. Если мы говорим о прикладных боевых искусствах, а не о том, что называют там боевыми искусствами, которые являются там околобоевыми или псевдобоевыми. И, кстати, еще раз, на всякий случай напомню то, что было сказано выше. Единоборство, восточное и невосточное, и боевые искусства – это разные совсем вещи. Не надо их путать, не надо думать, что если вы займетесь боевыми искусствами, вы будете делать то же самое, что делают единоборцы. Нет вообще. Вы будете заниматься тем, что не в каких-то рамках там работает, да, а в других уже не работает. Вы будете заниматься тем, что имеет явно прикладной характер и проверено временем, в том числе в достаточно боевых ситуациях, не говоря уже о масштабных сражениях каких-то. Итак, вы максимально собрали информацию о том боевом направлении, которое вас заинтересовало, и разочаровались. Такое очень часто бывает, потому что то, что вы где-то увидели, услышали откуда-то, оказалось все выдумкой, какой-то неправильной презентацией, в общем, чем-то, что не имеет отношения к жизни. Но по ходу сбора этой информации наверняка вы столкнулись с другими боевыми направлениями, которые вполне могли вас заинтересовать. Если не заинтересовали, а при этом еще все-таки остается желание заниматься боевыми искусствами, обратите свой взор на другие боевые направления, их очень много, и все они разные. Если на доступном вам поле информационном вы не можете с этим справиться и не знаете, что имеет отношение к единоборству, а что имеет отношение к боевым искусствам, обратитесь к другим видео на этом канале, где рассказывается подробно, чем отличается единоборство от боевых искусств, и чем, кстати, вот отличаются еще околобоевые, псевдобоевые направления от боевых искусств. Да? Итак, будем считать, что вы прошли через все эти этапы. В принципе, это минутное дело, конечно. Это довольно быстро можно собрать всю необходимую информацию, все понять. Но вот будем считать, что вы через это все легко прошли, с этим справились, и вы все еще хотите быть бойцом. Тут должен сразу сказать, ребят, бойцов мало. Нас гораздо меньше, чем единоборцев, спортсменов, чем псевдо-бойцов, около бойцов и так далее. Нас действительно мало. Поэтому с амбициями по поводу какой-то популярности своей можете попрощаться. С амбициями по поводу того, что вы будете зарабатывать как-то преподаванием боевых искусств, ну, скорее всего, тоже можете попрощаться. Преподает удачно и более-менее денежно тот, кто ориентируется на массу людей, а следовательно, это такой околобоевой фитнес, скорее всего, а не боевые искусства. Так что вот с подобного рода амбициями можете попрощаться. И бойцами в конечном итоге, ну, хорошими бойцами, я имею в виду, становятся в основном люди, которые умеют, во-первых, учиться, во-вторых, умеют переучиваться. Это тоже очень важный фактор, о котором мы позже поговорим еще. И в-третьих, самое главное, имеют именно эту цель все время в области своего внимания. Цель – быть бойцом, быть хорошим прикладником, а не философом или преподавателем там чего-то около боевого. Итак, следующий этап. Вы еще раз переопределились со своим боевым направлением или укрепились в той мысли, что вы хотите заниматься тем боевым направлением, о котором вы мечтали там несколько раньше. Теперь вы ищете не просто источники информации, которые сообщают о чем-то из мира боевых искусств или о том боевом направлении, которое вы выбрали, но вы ищете носителя этих боевых искусств. Вообще, самая идеальная, конечно, ситуация и наиболее просто удачная – это когда есть какой-то клуб боевых искусств, который находится от вас вообще неподалеку, и вы можете туда ходить регулярно и там осваивать это боевое искусство. Это в идеале. Если вы такой клуб найдете, такие клубы, ребят, бывают в том числе и такими, не то чтобы подпольными, конечно, никто не скрывается особо, но это могут быть не зарегистрированные какие-то федерации. Это могут быть какие-то местечковые клубы, совсем небольшие. Кстати, вообще
один из показателей на сегодняшний день рабочести клуба и такого прикладного аспекта – это маленькое количество людей, которые посещают тот или иной клуб. Как я уже сказал, бойцов, ребят, мало. Массы идут за околобоевым фитнесом. Именно поэтому бойцами там не становятся. Да? Но опять, ребят, если вы придете в какой-то клуб, и там мало народу, и одна единственная группа, а не 10 групп там по 100 человек, это еще тоже не показатель того, что это рабочий, хороший прикладной клуб. И там надо все-таки побывать на тренировке, нужно потренироваться, посмотреть, как и что. И вот здесь у нас возникает этап, собственно, теста этого клуба. Ребят, не вы туда идете тестироваться, а вы идете тестировать этот клуб. Первое, что вы там видите. Значит, если вы видите много антуража, много красоты какой-то, и, как я уже сказал, несколько групп и много людей, ну, это уже внушает какие-то сомнения. Это вот первое. Слишком много какого-то регламента, слишком много антуражности в поведении. Ну, там поклоны какие-нибудь, там еще что-то, вот это вот все. Все, что должно привлекать массы именно таинственностью, а не тем, зачем эти массы вообще-то с самого начала вроде бы хотели идти в тот или иной клуб, заниматься боевым искусством. Следующий момент. Наличие экипировки. Ребят, любая экипировка, перчатки, кирасы, какие-то футы, шлемы, еще что-то, скорее всего сообщает о том, что это постспорт, пост-единоборство какое-то будет преподаваться. Вы пришли, скорее всего, не в клуб боевых искусств, как бы вам не говорили, что это то самое, что вы искали. Ребят, наличие разной защитной экипировки не говорит о том, что заботится о вашем здоровье, о вашей какой-то защищенности и так далее. Нет, о вашей защищенности будет свидетельствовать то, что вы хорошо овладеете защитными техниками. Все кирасы, шлемы, перчатки и прочее подобное мешают этому, дают неправильное представление о реальности и учат вас в итоге, как уже было сказано, постспорту, а не боевому искусству. Следующий этап – это наличие правил. Опять, когда там какая-то спарринговая практика, вы это наблюдаете, например, сидите на скамеечке, пришли вы в этот клуб посмотреть, как что, сидите вы или там участвуете в этом, неважно. Ну вот там спарринги какие-то начались, конечно, вас никто в спарринг не потянет, вы только первый раз пришли, потому что бояться не надо ничего. И в будущем тоже бояться не надо. Все спарринги имеют не тестовый характер, а характер тренировочный в первую очередь. Вы там учитесь спарринговой практике, учитесь применять то, чему вы учились вне спарринговой практики. Итак, вот вы видите какие-то спарринги. Значит, как только какие-то видите ограничения по правилам, там еще что-то, ну, скорее всего, задумайтесь, опять, это не боевое направление. Ребят, есть такая пословица: ворон ворону глаз не выклюет. И в боевом искусстве, конечно, очень много таких вещей, которые полностью запрещены в спорте, чтобы свести в спорте, в единоборствах свести до минимума какой-то травматизм, и это спорту удается. Но вот в боевых искусствах мы ориентированы на совершенно другие вещи, которые вообще призваны сразу максимально быстро и максимально эффективно выводить противников из строя. И с этой точки зрения может показаться, что, практикуя боевые искусства, вы подвергаетесь большому риску. Как я уже сказал, практика боевых искусств заключается не в атаках каких-то. Атакующие действия – это какая-то там одна, может быть, 12-я, 1/15 всех техник, которые вы осваиваете, или всех элементов технических, которые вы осваиваете. И одним еще из таких наиболее важных разделов является в том числе защитные техники. Если вы этого не осваиваете, то в итоге никакое оборудование вам не поможет, никакая экипировка. И в реальной ситуации вы подвергаете себе куда большей опасности, чем во время тренировочного процесса. Для того, чтобы было понятно, небольшое сейчас отступление, что вообще собой представляет освоение боевого искусства в целом. Я назову буквально несколько разделов, но вы поймете, почему я сказал, что это 1/12, 1/15 часть от всего объема осваиваемого материала. Да? Вот смотрите, кроме атакующих техник, о которых было уже сказано, да, есть еще элементы защиты, есть работа на земле и сидя, есть прыжковые техники, есть техники подсечек, есть техники взаимодействия с захватами цинна и фань цинна. Сюда же, собственно, включаются и бросковые разделы, и разделы удержания. Есть понятие добиваний, это отдельный раздел. Есть работа с традиционными видами оружия и с подручными средствами. Есть техники вставаний с земли, там, например, да, после какого-то падения неудачного, там, я не знаю, после того, как вы оступились и прочее подобное. Есть такие понятия, как стратегия и тактика.
Это особые понятия, которые не сразу, но со временем вам придется просто тоже осваивать, для того, чтобы работать не с одним противником, а с несколькими противниками, ну и так далее. Вот сейчас я назвал там порядка, наверное, 12 или 15 пунктов, да, каких-то разделов, именно поэтому и было сказано выше, что там атакующие действия занимают где-то там 1/12, 1/15 от всех разделов. При этом я назвал еще не все разделы, которые осваиваются в боевом искусстве. И вот здесь вот как раз следующий этап. Это тестирование, в том числе вот на эту модель. Тестирование этого клуба, куда вы пришли. Там должны изучаться, ну, хотя бы те разделы, которые я перечислил, среди прочего. Это тогда хорошее боевое направление. Если этого нет, если вы там работаете, ну, над отдельными какими-то 3-4 разделами основными, ну, и то уже неплохо, в принципе, для того, чтобы хотя бы начать стартовать. Но в будущем с этим надо будет что-то делать еще. Итак, мы рассмотрели идеальный случай, когда вы четко сориентировались в мире боевых искусств, выбрали себе то, что вам по сердцу, по душе, и мало того, нашли еще такой клуб, нашли такого учителя, и все, в вашей жизни теперь хорошо. Просто надо спокойно двигаться по пути, который вам уже указывают. Фактически все за вас делают. Вам остается только это прорабатывать, как вы это делали в школе. Есть учитель, который вам преподает, там, не знаю, что алгебру какую-нибудь или, бог его знает, черчение. И от вас зависит, собственно, качество того, как вы обучитесь тому, что вам преподается. Вот и все. Теперь рассмотрим другой вариант, наиболее распространенный, когда у вас нет такой вот удачи, когда вам не так повезло, как вот так вот в идеале. Кстати, большинству людей именно так вот и не везет. Да? Итак, у вас возникла потребность заниматься боевыми искусствами, но клуба достойного рядом нет, надо что-то с этим делать, а вот практиковать боевые искусства все-таки хочется по-настоящему. Кстати, если вас это сильно греет, если вам действительно хочется именно прикладного вот такого освоения боевых искусств, то, скорее всего, с высокой долей вероятности вы относитесь к тому небольшому количеству населения, которое можно назвать бойцами. Что у вас осталось в арсенале? Значит, первое, что у вас осталось, это книжные носители. И вот книжки, которые выпускаются, это просто, ребят, каталоги. Это как бы там ни расписывался, урок такой-то, урок такой-то, нет. Это все каталоги просто. Тем более, когда вы держите в руках книжку, где там кота какие-то или тау какие-то. Вот осваивать вот таким вот образом кота, тау, и считать, что благодаря этому вы бойцом станете, ну, это маловероятно. Давайте так скажем. И обучиться по книжкам, ну, вы можете, конечно. Никто вам ничего не запретит, пожалуйста. Но вот сами скажите, вы бы, не знаю, там обучились тригонометрии или русскому языку сами по книжкам, какому-то второму, третьему языку. Но и то не обучитесь, ребят, потому что это нужна практика общения постоянного, да, а не в книжках читать. И вот если вы даже каким-то вот наукам таким далеким от каких-то экстремальных ситуаций, если даже таким наукам вы не можете обучиться по книжкам, то вряд ли вы обучитесь боевым искусствам по книжкам. Если у вас есть такие самоучители какие-то или самоучитель, то вы держите в руках каталог. Просто каталог возможностей для того, чтобы вы могли напомнить себе, есть вот такой вот элемент атакующий, есть вот такой элемент защиты, есть вот такая, знаете, как говорят, стойка. На самом деле стойка это неправильно, это шаг вообще-то, потому что в динамике у нас работают боевые искусства, а не в статике, когда вы встали как-то вот в эту как бы стойку и в ней что-то делать. Нет, такого не будет, вы будете ходить. Так что касается роли бумажных носителей таких в вашей боевой жизни, ну, можете как бы иметь в виду, что это просто каталог, в общем. Следующий источник информации – это интернет, да, YouTube, интернет-уроки и прочее подобное. Ну, если вам повезло, и вы действительно столкнулись с какими-то достойными уроками, которые вы можете сами осваивать, ну, это неплохо. Ну вот у нас на канале, например, есть уроки, хотите ознакомьтесь, хотите нет. Ну, в любом случае, как бы мы пытаемся здесь создавать уроки, которые вот подходят для самостоятельных тренировок. Ну, допустим, вы выбрали именно такую тему, и вы занимаетесь именно уроками. Ребят, еще раз, сами по себе уроки, они действительно продуманы гораздо лучше, чем книжки. Они действительно в динамике вам демонстрируют то, к чему вы должны идти на конкретном этапе освоения. Мало того, они выстроены в четкой логической последовательности, что очень важно, и действительно вас ведут к определенной цели. Но изучение, освоение этих уроков не делает еще из вас полноценного бойца. Почему? Потому что, среди прочего, такие уроки должны, ну, вообще хорошие уроки вам все время напоминают еще о том, что практиковать это надо и на столбе. Ну, в этом смысле, если вы традиционными китайскими боевыми искусствами занимаетесь, ну, наверное, такой столб вам понадобится.
Это, знаете, как у борца там набивное чучело, у боксера там груша или мешок, так у бойца это столб вот этот вот. Можно использовать там ствол дерева, я не знаю. Есть какие-то другие варианты, когда к стене там определенные какие-то вещи подвешиваются и эмулируют противника, например, да, и так далее. Но в любом случае вот эта вот практика должна быть для вас, как для бойца. Но еще и должны быть дорожки, бой с тенью, наличие таулу или кота не обязательно, но будем считать, что это тоже там на каком-то этапе может быть, например, необходимо, не знаю. Но, ребят, еще очень важно работать с реальным живым человеком. Это означает, что все, что вы осваиваете в этих уроках, должно еще потом прорабатываться в спарринговой работе. Вот для этой цели вам еще нужно будет либо, я не знаю, создать круг любителей каких-то, да, с которыми вы сможете себе позволить какую-то спарринговую практику или отработку отдельных элементов. Во-вторых, все-таки, если вы достаточно мотивированный такой боец, вам надо будет ходить еще по чужим клубам и постоянно всем навязывать спарринги с собой. Это отдельная тема, отдельно поговорим еще когда-нибудь. В общем, вам нужна постоянная практика. Почему? Потому что не должны вы замыкаться сами на себе. Вы должны четко понимать, зачем вы выполняете то или иное действие, зачем вы осваиваете те или иные техники. И это только на практике понимается, это только на практике корректируется. Вернее, на практике вы получаете представление о каких-то своих позитивных и негативных сторонах, да, своей работы вот этой боевой. И потом вы это начинаете оттачивать, корректировать и так далее. Так что вот без такой практики практиком не станешь. Да? Бойцом вы станете только когда вы будете участвовать в боевых практиках. Это вполне естественно и логично. Еще один вариант такой практики. Вот мы с вами рассмотрели два уже варианта. Да? Один, когда вам сильно повезло и вы нашли клуб по сердцу. Другой вариант, когда вы самостоятельно начали практиковать боевые искусства, да? При помощи тех или иных информационных носителей. И, наконец, вот еще один, третий важный такой вот аспект – это семинары, на которые вы ездите куда-то, к какому-то человеку, который является для вас авторитетом в том или ином боевом направлении, которое вы тоже практикуете. Это, ребята, очень хорошее подспорье. Есть вещи, которые не передашь при помощи видеоносителей каких-то, или уж тем более бумажных носителей. Поэтому хотя бы раз в год съездить к такому человеку, потратить, ну там, не знаю, неделю своего отпуска и получить гораздо больше, чем вы получаете в отпуске, я думаю, это хорошо было бы. Потом целый год вы можете работать над этим материалом в том числе. Правда, сейчас время цифровых технологий, и уже в какие-то моменты вот такие способы каких-то заездов семинарских, да, ну где-то, может быть, они уже не всегда существенны. Существует, ну вот в качестве примера просто на нашем канале есть, например, скайп-консультации или через любые другие мессенджеры, когда конкретно, индивидуально по вашим проблемам мы проходимся. Да? Есть другой там способ онлайн такого взаимодействия, когда вы, например, высылаете отснятый свой видеоматериал, я, например, его отсматриваю, даю свои рекомендации, может быть, что-то для вас тоже снимаю и так далее. Есть такие опции. Кстати, эти опции вы можете найти в плейлисте опции канала, что вполне логично. Но сейчас не об этом, а о том, что вот существует три такие способа освоения боевых искусств. Идеально, когда вы можете сочетать все три. Это вообще здорово. Если вы ограничены финансово, если вы ограничены в своих перемещениях почему-то, если вы не можете найти достойной информации о боевом направлении, которым вы хотите заниматься. Иными словами, если у вас остается единственный способ самостоятельно осваивать то или иное боевое направление. Ну, ребят, никто вас, конечно, тоже не сдержит, никто вас не ограничит. Здесь просто вы рискуете очень сильно. На всякий случай, ребят, напомню, боевые искусства – это не новодело, это не единоборство. Боевые искусства создавались сотнями лет. Вашей жизни не хватит на то, чтобы создать или пересоздать какое-то боевое направление, сделать его достаточно эффективным и еще проверить в реальных каких-то ситуациях, боевых и так далее. Не надо думать, что вы не забредете куда-то в какие-то дебри, из которых потом просто сложнее будет выбираться. Ребят, переучиваться всегда сложнее, чем учиться. И вот как раз где-то в начале этого видео я упомянул о том, что бойцы еще должны уметь переучиваться. Вот действительно иногда бывают такие моменты, когда вы должны быть настолько мотивированы, что готовы в любой момент сбросить с себя черный пояс, подпоясаться белым и начать обучение сначала. Такое тоже бывает, такая необходимость.
В особенности, когда вы хотите освоить не одно боевое направление, а два, там, три, например, и так далее. К каждому новому боевому направлению нужно подходить именно таким образом. Вы начинаете с нуля, сначала, да? Это не значит, что вы должны забыть то, чему вы учились раньше, тому боевому направлению. Это значит, что вам придется отдельно работать над тем, что вы уже знаете, и над тем, что вы начали осваивать. То есть работать там в 2-3 раза, например, больше. Итак, вот мы кратко пробежались с вами по вопросу, с чего начать свой путь в боевых искусствах. Надеюсь, что это было полезно и достаточно информативно. Если будут вопросы, пишите. И вообще не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, переходить по ссылкам, обозначенным внизу, там масса полезных ссылок, относящихся к боевым искусствам. И желаю вам хороших тренировок. Счастливо!